Здравия всем слушателям, зрителям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и тема моего сегодняшнего видео – книга чудес. Она была написана в середине 16 века, 1550-1552, в Германии, в Аусбурге. И поэтому я бы хотел вам предложить изучить то, что для людей того времени было чудесами. Там действительно собрано множество интересных фактов, которые позволят нам намного больше понять прошлое и понять, что же там происходило, какие же чудеса для них, тогдашних, ну и для нас сегодняшних, как это нам поможет разобраться в прошлом. На следующий день после смерти Юлия Цезаря три солнца появились на востоке в утреннем небе. Затем двинулись они навстречу друг другу, чтобы слиться в одно. В это время бык на окраине Рима спросил фермера, зачем он трудится так усердно, ибо очень скоро людей станет меньше, чем зерна. Ну, как говорится, и быки заговорили. В год 1173 в небе было замечено три солнца, когда уже солнце уходило на закат, и через 2 часа наружные двое исчезли. Ну а солнце потом ушло на закат окончательно. 1520 год, 4 января, этот знак был замечен в Вене в течение 3 часов до 5 после полудня. Здесь и вот один какой-то знак, и вот. Он называется Гало и похож на Луну. После этого, после полуночи, в 1 час или чуть позже, этот знак во 2-й раз был замечен. Ну, 2 каких-то знака. 1520 год, в 6-й день января, этот знак вокруг Солнца, который называется Галло Максимус, был замечен в Вене в 3 часа дня. Феномен Пархелли над Веной 5 января 1520 года. В Вене поднялись 3 солнца, так их художник зарисовал. Прекрасная иллюзия, создана феноменом Пархелли, происходит в глубокую зиму. Как и явление, известное как фата моргана. Полосы воздуха в слоях при разных температурах становятся зеркалами и умножают отражение объектов на их поверхность. Ну, такое интересное описание и зарисовка. 1533 год. 3 солнца сияли так же, как если бы у них были огненные облака вокруг них, и они стояли над городом Мюнстером, как будто город и дома горели, как зарисовано здесь. Интересно огромное количество небесных явлений. Сейчас почему-то у нас такого нет, как вы видите. Иначе мы по интернету давно об этом все знали. Гало над Швабией 6 октября 1549 года. 3 солнца и меч 28 октября 1549 года. Интересные небесные события. 5 солнц над Лейпцигом 1551 год. Истинное сообщение о том, как 21 марта этого 1551 года 5 солнечных дисков были замечены в Лейпциге многими заслуживающими доверия людьми. Обращаю внимание, солнце одно, это его отражение. И вот, наконец-то, интересное явление. 3 луны и крест, видные в Германии в 1174 году. Обращаю ваше внимание, луна одна. Она просто, как и солнце, 1 раз появилась трижды. Вместе с каким-то крестом. Почему это происходит? Вопрос интересный. Если кто-то знает, напишите. Но факт в том, что есть мнение, что лун в те времена было целых 3, нет, луна одна. И когда она появилась 1 раз в тройном отражении, это было замечено как чудо. Всего в этой книге 2 таких описания, тоже в 1304 году. 3 луны и 1 комета 3 месяца подряд появлялись к полуночи и замечены в разных странах. В каких странах перевести, честно говоря, не удалось. Ну, в разных, фактически Европы. То есть, опять же, луна одна. Но она отражается трижды, и все это происходит в результате какой-то кометы. Из-за чего происходит утроение изображения. Хотя она как была одна, так и есть. Продолжим дальше разбираться с кометами теперь же. В 1300 году в небе появилась ужасная комета. В день Святого Андрея землетрясение потрясло землю, так что многие здания рухнули. В это время папа Бонифаций VIII учредил первый юбилейный год. В 1007 году появилась чудесная комета. Это дало огонь во всех направлениях. Это было замечено в Германии. Искры падали на землю.
Такая вот интересная зарисовка. Год 1401. Большая комета с павлиним хвостом появилась в небе над Германией. За этим последовала сильная чума в Швабии. 1438 год. Во времена короля Альбрехта, герцога австрийского и зятя императора Сигизмунда, днем было замечено огромное затемнение Солнца, а также большая комета с хвостом была замечена в городе Льеж. За этим последовало большое кровопролитие. 1456 год. В июне месяце появилась комета, и через год в Германии был замечен еще более крупный объект, который выглядел ужасно, так как он написан и зарисован здесь. То есть сначала появилась нежная комета, через год вот такая уже была. Или другая. В 1506 году в небе появилась комета, которая была видна в течение нескольких ночей, и она повернулась хвостом к Испании. В этом году был обильный урожай, но весь он был погублен гусеницами и крысами. Затем последовали землетрясения в 8 и 9 году в Испании и в Италии. И так они были сильны, что даже в Константинополе много домов было разрушено и много людей погибло. Комета, землетрясение, но через время. 1527 год. 11 октября в 4 часа ночи. Эта комета была замечена в Эстрихе в 5 часов вечера, а затем она снова исчезла. Хвост от нее был чрезвычайно длинным и желтовато-красным, как разбавленная кровь в цвете. Голова кометы и то, что было на этой голове, вот она, была похожа на согнутую руку, словно у нее был меч в руке. И он собирался кого-то поразить. И в точке меча на острие было 3 звезды. И эти звезды выпускали определенный шлейф пыли. Честно говоря, что это было, что это за явление, как его понять, вообще непонятно. Оно искусственное или действительно природное. Факт в том, что тут же описание идет всего лишь раз эту комету заметили. Такое ощущение, что просто какой-то небесные объекты двигались, да и все. Потому что она-то заметилась фактически один раз и в одном месте. Но это только предположение, сам факт интересное явление. Представьте, сегодня вы такое увидели. 1531 год. В Нидерландах была замечена комета, которая осыпала огнем и пламенем, как кузнец, искрами из железа. Интересная иллюстрация. 1531 год. Там комет как собак не резаны. Откуда их там столько набралось? Хвост кометы, как он впервые появился на большей части земли Германии около 10 августа, а затем был замечен в течение многих ночей на небе. Вот видите, а эта комета была замечена много ночей на небе. Другие фактически одноразовые. В 1531 году 4 кометы стояли на небе друг напротив друга, так что их можно было увидеть в некоторых частях Нидерландов, так как они нарисованы здесь. В 1542 году, в день Святого Руперта, 27 сентября, комета была замечена в небе недалеко от Луны в течение многих дней, как здесь написано. Обращаем внимание, Луна одна. Еще интересный раздел этой книги, дело в том, что там описаны библейские сюжеты. И вот те, что удалось достать, предлагаю вам. Это сюжет, как вы видите, потопа. В 600-й год жизни Ноя, во 2-й месяц, 17-й день месяца, в тот же день были все фонтаны великого глубокого разлома. И открылись окна небесные, и дождь был на земле 40 дней и 40 ночей. То есть описана какая-то катастрофа. Ну, когда она была? 3000, 7000 лет назад? Честно говоря, пока непонятно. Но факт остается фактом. Это конкретно потоп. И этот потоп произошел, получается, в этом промежутке от 2 до 7000 лет. Вот в этом промежутке катастрофа еще одна произошла. Что нужно изучать, продолжать дальше. Еще одна интересная иллюстрация из этой книги. Не описано видение Даниила. Библейское видение, но сам факт, посмотрите на иллюстрацию. Такое ощущение, что Европа отрезана от Асии
какой-то огромной рекой или проливом, соединяющий Северный Ледовитый океан и Черное море или Каспий. Вообще непонятно. Или еще зарождающееся Черное море и Каспий. Факт в том, что это иллюстрация 16 века. Неужели они не знают, как выглядит хотя бы то, что уже открыто? А ведь уже по факту должна быть открыта Америка. А здесь же художник использует для иллюстрации почему-то только Европу, Азию и Африку. Ну и описывает видение Даниила, там ссылки под видео, где можно его полностью прочитать. Ну вкратце, я видел в своих ночных видениях вот 4 небесных ветра, плюс волновалось Великое море, опять какой-то потоп, и 4 огромных зверя выходили из моря, и каждый из них отличался от остальных. Ну, там полное описание, можете прочитать в ссылках под видео. Еще одна иллюстрация, где описывается, как Иона и Кит, как он попал, ему дал задание Бог куда-то плыть. Он отказался, убежал, его там сбросили, он попал в желудок к киту. Такое ощущение, что это все-таки в подлодку его засадили и назад вернули. Потому что в каком ките можно 3 дня прожить, объясните мне. И его вернули, он все-таки какое-то задание выполнил Бога. Все ссылки в материалах под видео. Еще одна интересная иллюстрация. Давайте ее уже прочитаем. «И увидел я, как ангел спустился с небес, имея ключ от бездонной ямы и большую цепь в руке. И он схватил дракона, этого старого змея, который есть дьявол и сатана, и связал его 1000 лет, и бросил его в бездонную яму, и закрыл его, и наложил на него печать, чтобы он больше не обманывал народы, доколе не исполнилось 1000 лет, и после этого он должен быть высвобожден в течение небольшого сезона». Ну, такое ощущение, что 1000 лет все-таки прошла уже. Ну, пора бы, может, и заканчивать. И назад его на 1000 лет хотя бы упереть. Ну, продолжим. Откровение 18, там, 1-3. «И после этого я увидел другого ангела, сходящего с небес, имеющего великую силу, и земля осветилась его славой. И он громко воскликнул сильным голосом, сказав: Вавилон великий пал, пал и стал обителью бесов, и владением всякого нечистого духа, и клеткой всякой нечистой, и ненавистной птицы, ибо все народы выпили вино гнева и благодеяния ее. И цари небесные прелюбодействовали с ней, и торговцы земные были богаты изобилием ее деликатесов». Ну, какой-то странный ангел, как будто летающий аппарат какой-то тут нарисован. Ну, продолжим. Еще одно откровение. 21, 9-12. «И пришел ко мне один из 7 ангелов, у которого было 7 сосудов, полных 7 последних яств, и поговорил со мной, сказав: иди сюда, я покажу тебе невесту, жену Агнца. И он унес меня в духе на великую высокую гору и показал мне этот великий город, святой Иерусалим, сходящий с небес от Бога. Имея славу Бога, ее свет был похож на камень, самый драгоценный, как камень яшмы, прозрачный, как кристалл, и стена великая и высокая». Вот такие вот откровения. Откровение 20, 10-12. «И дьявол, который обманул их, был брошен в озеро огненное и серное». Вот оно, наверное. «Где зверь и лжепророк есть, и будут мучиться день и ночь во веки и веки. И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого исчезла земля и небо, и им не было места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги были открыты. Открылась еще одна книга, которая является книгой жизни. И мертвые были судимы из тех вещей, которые написаны были в книгах по их делам». Ну, такое. Я просто к тому, что есть мнение, что Библию тоже недавно написали. Но тут мы видим, что все-таки в 16 веке она существует. Чуть немножко переделана, может, виде, но сам факт. Еще интересное откровение, скажем так. Дело в том, что, я так понимаю, это или Мойша, или Моисей. Вот что он видит.
И было слово Господне ко мне в другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ну, не знаю, что насчет севера, но факт в том, что по факту здесь описаны события, которым где-то 3000 лет. Но нарисована почему-то ракета. Обращаю внимание, это ракета, ничего другого. И летательный аппарат, который похож на котел, зависает в воздухе, и для того, чтобы зависнуть, вот какие-то пары испускает, чтобы висеть в одном месте. И ракета, я так понял, которая с севера по нему жахнула. Так что такая вот иллюстрация к Библии. Ракеты, летающие аппараты, как говорится, все нормально. Еще одна иллюстрация. Исход из Египта. Библейский сюжет. Народ Израиля шел по сухой земле через море. Вода была для них стенами справа и слева. И даже не спрашивайте меня, почему автор 16 века египтян всех рисует белобрысыми с красными флагами, которые были у моголов, у татар и вообще у славян, потому что красный красивый, красное солнышко. Вот почему красный и сегодня для нас цвет главный. Почему так называемые египтяне белобрысые, а у Моисея или Мойши рога. Может, у него рога, потому что с женой какие-то трудности были, а может и переизбыток кальция. А может у него просто антенны такие. А может родился таким. В книге об этом не написано. Но факт того, что у Мойши вообще-то рога, а египтяне белобрысые все как один, остается фактом. И для тех, кто составлял книгу в 16 веке, это была не проблема. Почему-то они не удивлялись этому. Продолжим. Вот когда Моисей услышал это, он упал лицом на землю и сказал Коре и его компании, утром Господь покажет, кто его и кто свят, кто приблизится его. Тот, кого он выбирает, будет приближаться к нему. То есть произошло какое-то еще одно. Или землетрясение, или разверзлась земля, скажем так, и ненужных убрали. У Мойши все еще рога. Исход 16, 14-16. И когда роса поднялась, на лице пустыни было прекрасно, похожее на чешуйчатость, прекрасно, как мороз на земле. И когда люди Израиля увидели это, они сказали друг другу, что это? Ибо они не знали, что это такое. И сказал им Моисей, это хлеб, который Господь дал вам есть, это то, что Господь повелел. Соберите его каждый из вас, насколько он сможет съесть. У Мойши все еще рога, манна падает с небес. Пустыня зеленая. То есть все нормально. Так, продолжим. И 5-й ангел подул в свою трубу, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю. Ему дали ключи от вала бездонной ямы. Он открыл вал бездонной ямы, и из вала поднялся дым, как дым большой печи. И солнце, и воздух потемнели от дыма от вала. Затем из дыма пришла саранча на землю, и они получили власть. Пора бы эту трубу и закрыть. И всех, кто пришел туда, бы и вернуть. Продолжим. 30-й год, 4-й месяц и 5-й день месяца, когда я был среди ссыльных на каналу Чебар, небеса были открыты, и я увидел видение Бога. 5-й день месяца, это был 5-й год изгнания царя, и слово Господне пришло к Иезекиилю священнику, сыну Бузи, в земле халдеев по каналу Чебар. И рука Господа была там. Какое-то описание библейского события. И 100% какие-то летающие объекты в виде колеса опять. Продолжим, потому что трудности с переводом все-таки были. Затем я повернулся, чтобы увидеть голос, который говорил со мной. И повернувшись, я увидел 7 золотых светильников. И среди светильников, как сын человеческий, одетый длинным халатом и золотым поясом вокруг груди. Волосы его головы были белыми, как белая шерсть, как снег. Глаза у него были как пламя огня. Его ноги были как полированная бронза, очищенная в печи.
И голос был как рев многих вод. Вот еще и меч какой-то был. Или он так кричал, что металлический был голос. Продолжим. Вот тоже иллюстрация встречи Иоанна и ангела. Новый Завет, Откровение. Ну, такое ощущение, что ангел стоит на подпорках, именно летательный какой-то аппарат. Что он вот из иллюминатора ему что-то высунулся, сказал, и на крыльях прилетел и улетел. Но это, как говорится, мое, конечно, оценочное суждение. Но факт в том, что почему ангела вместо ног телескопические трубы какие-то. Идет дым, все это летает, светится, вот товарищ из иллюминатора ему что-то дал, и даже не будем обращать внимание, что этот почему-то товарищ Иона белобрысый. Как говорится, бывает. Еще одна иллюстрация по сюжетам Библии. «И увидел я зверя, поднимающегося из моря, 10 рогами и 7 головами, 10 диадемами на рогах и богохульными именами на головах. И зверь, который я видел, был похож на леопарда. Его ноги были похожи на медведя, а рот был как лев. И к нему дракон отдал свою власть, трон и великий авторитет. На его головах, казалось, была смертельная рана. Но смертельная рана его исцелилась, как и вся земля». Еще одна иллюстрация по сюжетам Библии. «Если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, только когда захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят». Ну, интересные, конечно, данные. Будем считать, что это, наверное, в том регионе все-таки он распят. Какие-то товарищи, которые имеют власть над стихиями, над погодой, еще над другими чудесами, которые будут творить свои дела, но в итоге их же эти дела и погубят, так понимаю. Ну и продолжим. Опять же иллюстрация по сюжету Библии, где Лот бежит из Содома со своими дочерьми и прячется в пещере, а вот его жена, как соляной столб, как говорится, замерла. Еще одна иллюстрация, я так понимаю, тоже по событиям Библии. «Когда он открыл 6-ю печать, я посмотрел и увидел, произошло великое землетрясение, и солнце стало черным, полная луна стала похожа на кровь, и звезды неба упали на землю. Небо исчезло, как свиток, который свернут, и каждая гора и остров были удалены с его места». Ну, тоже идет какое-то катастрофическое событие, города он топит, идут огонь с небес, одна луна красная, солнце темное. Ну, то есть идет описание каких-то катастроф, скорее всего даже рукотворных, потопами и другими астрономическими явлениями. Еще одно интересное описание из Библии, опять же, как снится Ионе сон. Вот это описание этого сна. Кто захочет, нажмите на стоп и прочитайте. Ну, факт в том, что это все из Библии, в принципе, было. И в завершении еще одна иллюстрация, которую перевести не удалось, потому что очень низкое качество. Ну, я так понимаю, тоже библейский сюжет, когда кто-то уходит на небеса на каком-то огненном механизме. Так что благодарю всех за внимание. Хотелось бы вам поблагодарить тех, кто оказал содействие в переводе. Все ссылки на материалы под видео. Здесь я вам показал около 70 иллюстраций. В самой книге их около 270. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах.
Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции.